Sziasztok! Всем привет! Вы на канале Будапешки. Меня зовут Евгения Кири, я гид. И в этом видео вы узнаете, сколько слов в венгерском языке, какие из этих слов перешли в русский язык, есть ли диалекты в венгерском языке и многое-многое другое. Цветист, как турецкий, глубок, как английский, текуч, как французский, сладок, как итальянский, серьезен, как немецкий, пышен, строен и убедителен, как греческий, блистателен, как латинский. Заключены в нем словом все достоинства, какие только может пожелать от языка ученый мир. Дёрт Кальмар. Поэтичнее уникальность венгерского языка и не объяснить. Он окружен мифами, легендами, страшилками о сложности изучения, но говорить на нем реально и вполне возможно. Нужно лишь запастись мотивацией и терпением. Венгерский язык дается проще, учится легче, если по любви. Выучить язык по необходимости можно, конечно, но, боюсь, это не даст того заряда энергии, который можно получить в первом случае. Мой особый трепет к венгерскому языку связан с тем, что именно с него началась моя любовь к этой стране. Точнее, с языка из панорамы на здании парламента. При этом я до сих пор помню свои впечатления о знакомстве с венгерским языком. Какой-то он инопланетный, мозг землян не способен воспроизводить эти звуки. Второе было вообще ничего не понятно, и непонятно даже, когда начинаются и где заканчиваются слова. Спустя года сейчас я вспоминаю эти моменты с легкой улыбкой и ностальгией, ведь изучение в итоге заняло у меня добрых 6 лет. Если вы планируете говорить на венгерском языке и уже начали двигаться в этом направлении, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ролики на эту тематику. Чуть позже я обязательно сниму видео о своем опыте изучения. У меня было миллион казусных и забавных историй, конфузов на эту тему. Становитесь моим патреоном и получите возможность голосовать, выбирать тематики для следующих видео. Patreon – это ежемесячная поддержка. Регистрируясь там, вы можете выбрать какую-то определенную сумму, которая ежемесячно будет списываться с вашей карты. Обычно это в начале месяца происходит. Подписку всегда можно отменить, это не навсегда. Также вы можете поддержать меня единоразово. Ссылку на PayPal я оставлю в описании к этому ролику. Конечно, самая главная поддержка для меня – это ваши перепосты. Я обожаю Венгрию и хочу, чтобы все знали, что это чудесная страна. Ну что, перейдем к теме видео. 7 фактов о венгерском языке. Обязательно напишите, какие из этих фактов стали для вас открытием, а какие вы уже знали. Венгерский язык очень богатый, в нем около 1 миллиона слов. На каждое действие, на каждый предмет масса вариантов синонимов. С одной стороны, факт этого богатства восхищает. Пока не понимаешь, что изучать это сокровище придется дольше. Венгерский язык входит в десятку самых сложных языков мира, 34 падежа. При этом венгры активно используют только 27 из них, а остальные – это архаизмы. Еще есть закон о гармонии гласных, еще есть агглютинативный метод образования слова. Это морфологические части как будто нанизываются на ниточку, как бусинки, и в конце получается слово. Вот только иногда это слово ожерелье, опоясывающее тебя с головы до пят. На многие слова, заимствованные из других языков, венгры придумали свой вариант, поэтому логика есть, но уху и глазу зацепиться не за что. Например, во всем мире полиция – это полиция, а на венгерском это рендуршик, охранник порядка в дословном переводе. Ну, интернет полон мемчиков на эту тему. В венгерском языке очень много длинных слов. В основном приводят в пример слово «Перевод у него «по причине вашей стойкой неоскверненности
согласитесь, мало где можно использовать это слово, 44 буквы у него, но вопреки многим статьям в интернете, это слово в Книгу рекордов Гиннесса не занесено, потому что есть и длиннее, это слово из 70 букв. Это слово на русский не перевели, и венгры не знают, как перевести, и они говорят, что ничего это вообще не означает, и это просто набор суффиксов. Самое главное, оба этих длинных слова, они не используются носителями языка, они созданы искусственно. Если вы хотите посмотреть, как я учила слово из 70 букв, загляните в IGTV, в мой инстаграм. Не забудьте подписаться, у меня там очень много всего классного, полезного и интересного. Как я уже сказала, длинные слова, они созданы синтетически, венграми не используются. В основном используются для запугивания туристов и нагнетания какого-то магического тумана вокруг всего венгерского. Опять же, это не означает, что остальные слова в языке состоят из 5 букв. Вот пара длинных слов, которые венграми используются регулярно. Это слово «маккирдояласхататлан» – бесспорно, 22 буквы, и «виссафордитхататланул» – безвозвратно, 21 буква. Правила правописания просты. Как слышишь, так и пишешь. И это очень круто. Правда, чтобы разобрать разницу между и, между и, на вот все вот это нужны годы. А звук «й» обозначаться на письме может двумя вариантами, и венгры до сих пор спорят, какой вариант оставить один. Многие голосуют, что нужен вот такой «й», а многие голосуют, что нужен вот такой. В венгерском языке не ярко выражены диалекты, хотя официально их 10 штук. Соседство с разными странами добавляет немного акцента к произношению, иногда заменяет буквы, а иногда целые слова. Например, семья моего мужа родом из деревни в 20 километрах от границы с Австрией, и свекр часто рассказывал истории, как в подростковом возрасте, когда он приехал в Будапешт, окружающие люди сразу понимали, что он из западной части страны, потому что 20% слов он использовал из немецкого языка и только 80% из венгерского. Когда венгры пришли на нынешнюю территорию в конце IX века, они были кочевниками, но приняв решение остаться на этих землях и не идти дальше, встал вопрос перехода на оседлый образ жизни и возделывания земли. С этим помогли соседи-славяне. Благодаря этому теперь чересня – это черешня, серда – среда, мак – мак, силва – слива, остол – стол, удвар – двор, эбит – обед. И всего около 500 слов в венгерском языке, которые заимствованы из славянских языков. И напротив, некоторые слова из венгерского перешли в русский язык. Это слова гуляш, шеренга, гусар и сабля. Ну что, какие факты для вас стали открытием? Пишите в комментариях. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. До новых встреч. Viszontlátásra!